Друзья, привет! Сегодняшний выпуск у меня из Дубая. Dubai Internet City. Посвящен он изучению английского языка. You will speak English here. Если вы рассматриваете для себя школу для изучения английского, не просто школу, а еще и страну, посмотрите этот выпуск, и, возможно, он будет вам полезен, и вы выберете именно вот этот вариант. Значит, что у нас сегодня в плане? Я посещу школу English Path. Я вам покажу район, где находится учебное заведение. Потому что, естественно, когда вы будете выбирать, вам интересно, что у вас будет вокруг, да, что вас будет окружать. В конце я поеду в резиденцию, мы посмотрим с вами резиденцию, где студенты живут, какие у них есть условия. Здесь есть несколько вариантов с общагами, ну и вы уже как бы сами будете решать. المحطة القادمة هي На мой взгляд, у этой школы самое важное – это ее локация. Она находится рядом абсолютно со всеми знаковыми местами в Дубае, о которых вы слышали или которые вы уже видели. Второй очень важный момент – то, что школа находится на кампусе. Здесь они, конечно, прям красавчики. Они сделали такой кампус, что реально ощущается, смотрите, да, там травка, полянки, здания. Ощущение, как будто вы на кампусе где-нибудь в Америке или в Канаде. Очень похоже на кампусы университетов за границей. Куча студентов, все вот в этом студенческой атмосфере своей, в этой тусовке. В этом, наверное, самое главное отличие вот этой школы, то, что она находится здесь, потому что, как мы обычно себе представляем, да, школу, это просто где-то, да, какой-то там центр образовательный, учебный. А здесь это именно как бы полноценный кампус, где учится большое количество студентов. И вот эта атмосфера, это, конечно, бомба. Но это необычный кампус. Я вам сейчас расскажу, значит, в чем его уникальность. Это кампус не только этой школы, а здесь дубайцы, эмиратцы, они построили уникальную среду. Это парк, да, Knowledge Park, Knowledge Village, где находится куча разных университетов, учебных заведений, организаций, которые связаны с образованием. Вот это вот с этой стороны у нас вот это вот все, что вы видите, это все учебные заведения. Не одно учебное заведение, а разные учебные заведения. Дальше у него на территории есть как бы своя зона закрытая. Вот эти здания, которые мы видим, это уже компании, это IT-компании, технологические компании. И, допустим, вот это здание, это офис Huawei, и с другой стороны у него вход. Дальше там какие-то группы, тут же Google находится. Вот еще одна компания, BBC Studio, пожалуйста, здесь же. Что касается школы English Path, да, здесь основные программы сейчас, самые популярные программы, это программы подготовки к учебным заведениям, к вузам, да, чтобы дальше продолжать учиться, потому что у многих уровень языка недостаточный. What's your level right now? B1. So you're okay to speak with me? My level is B2. B2? Yeah. Okay. Really? И второе, это одна из программ, которые здесь готовят, это программа для дальнейшей работы. Я хочу пообщаться с представителем школы, чтобы он немножко рассказал больше о том, как проходит обучение, какие программы здесь есть и вообще, что студенты здесь делают. So our teachers are a mix, so we have Irish teachers, American teachers, British teachers, we have teachers from Iran, Sri Lanka, Ukraine, so we have a huge collective mix of fully skilled, trained teachers who probably some of the best teachers I've worked with
levels operating at the moment, and we have students coming in at lots of different levels and abilities. And then we also have our IELTS preparation courses. Probably average age is probably about 21. But we do get students as young as 16 on our adult programs. Well, we are about to launch an elective, which is a 1-hour session, which would be helping students build their business English or work-related English skills. As part of our social program, we also have a CV workshop. We call it the CV workshop, but it also includes interview skills, writing cover letters, creating your LinkedIn account. So this is something that's free for the students. We do this every Monday. It's a 2-hour session held by one of our teachers, and the students can come in, we can read through their CVs, make any corrections, give them some advice. So yeah, that's what we're there to do, is to try and help support them. Нас сейчас очень часто спрашивают, один, наверное, из самых популярных вопросов, а можно ли сейчас учиться вообще за границей? Конечно, можно учиться за границей, можно учиться можно где угодно. Ну, только если вы получаете визу, то сейчас сроки на рассмотрение студенческих виз, они дольше. Какой еще есть момент, связанный с Дубаем, и почему Дубай сейчас невероятно популярен? Потому что сюда на короткий срок визы не нужны. И если же нужна виза свыше определенного периода времени, да, учебы, если эта виза нужна, то оформляется она быстро, требуется минимальный пакет документов, это все просто, и учебные заведения с этим помогают. Поэтому, конечно, чем ждать получения визы в какую-то другую страну, проще все это делать в Дубае. So thank you. This is some. This is for me, right? Thank you very much. Cheers. Cheers. You will speak English here because you will find people from other nationalities, from Russia, from Japan, Turkey, Germany. So basically you need to communicate to each other in English, right? Here is the library. Yeah. Social program activities. It changes every week. So every week we have totally different activities. As you can see, we have the induction day. Then we have the Working in Dubai workshop. That's every Monday. On Tuesday, we have the desert safari. That's an amazing activity that every student enjoy. Yesterday also we had the discussion club. So sometimes students ask us, and they requested to have some discussion club or conversation club. So we gather here. We buy some snacks, sometimes we buy some pizza, and then we can gather together with one of our teachers. We have our discussion club, we can practice our speaking, we can practice our speaking skills. Today we are going to the Palm to have the Palm View Tower. Friday we have paintball, so this is a new activity. Я приехал в район, где находится резиденция. Район, значит, сам по себе спальный. И здесь вы не найдете небоскребов. Здесь сейчас я вам покажу здания, небольшие здания. Не скрою, что я ехал на такси, но здесь студентов, учеников забирает автобус. Он отвозит их в Knowledge Park, в Knowledge Village, и оттуда же забирает и привозит сюда. Но при том, что вы находитесь в спальном районе, если вы хотите добраться до Дубай-Молла, до Бурдж-Халифы, отсюда на машине 14-15 минут. Ребята, вот так выглядит, значит, комната в студенческой резиденции. Я думал, честно говоря, это комната, но это больше похоже на квартиру. Вы, значит, заходите, у вас одна комната, где 2 кровати, стол, у вас есть балкон, кухня. Такая, кстати, нормального размера, не маленькая. Видите? Из кухни выход на балкон. Можно поставить сюда столик, себе все, что хочешь. Вот это все, это район, улица, вот там студенты гуляют. Ну, пожалуйста, вот так вся выглядит эта история. Итак, ребята, все здания, видите, пронумерованы. Если вдруг вы водите, у вас есть машина, мотоцикл, самокат электрический,
Здесь под всеми зданиями сразу же есть парковка, что очень удобно, и вы можете бросить машину, пожалуйста. И видите, как сделаны парковки. Ну, грубо говоря, это как первый этаж, да, то есть первый этаж, вот это место отведено под парковочные места. Здесь практически под каждым зданием вот такие места. И вот, пожалуйста, здесь тоже приезжайте, паркуйте машину. Если выйти из здания школы, вот это здание, где находится школа, классы, внутрь, то вы попадаете на такую аллею. Здесь у вас все на кампусе. То есть вот это вот большая территория, большой кампус. И смотрите, здесь у вас стоят указатели, где какие находятся блоки, здания. Здесь можно погулять. Это как парк, да, такой. Вы слышите, как поют птицы? То есть зеленое место, зеленая локация. Это не просто, да, там небоскребы понаставлены. Здесь у вас кафе, здесь у вас фудкорт, здесь у вас ресторанчики рядом. Ну, то есть все, что нужно. Вот это место, почему его выбирают студенты, вот как раз таки из-за его классного расположения. Короче, один вариант, как сюда добраться, это метро. Вы выходите в Дубай Интернет-Сити. Это метро и идти пешком 15 минут. Но вы также можете выйти, здесь 2 остановки, вы можете выйти, пересесть на трамвайчик и доехать прямо сюда. Вот видите, сразу же студенты выходят, это все, кто сюда идут, Knowledge Village, Knowledge Park еще называют. И здесь прямо у вас перейти дорогу, и вы уже находитесь здесь. И смотрите, вот я спустился, и сразу же у нас Дубай Knowledge Park. Сегодня так получилось, что у японца, с которым я подружился в школе, у него сегодня день рождения. Where are you from? I'm from Japan. Yes, I was born. I have to pay? No! И сейчас мы едем, значит, на Пальму, на смотровую площадку. Если вы хотите предварительно просто приехать посмотреть школу, вообще никаких проблем. Мы организуем визиты в учебное заведение. Если вы планируете визит, вот прям рядом Holiday Inn, отель, и можно здесь остановиться сразу же, чтобы посмотреть школу, посмотреть район, место. Вот буквально вы выходите из гостиницы, и сразу же у вас Knowledge Park.